Сегодня на примере вот этого чудесного автомобиля BMW M2 хотел бы вам показать такой некий мануал по установке нашего базового сплиттера. То есть все начиная от того, каким инструментом, каким крепежом, потому что у многих вопросы, там, когда приезжает наш сплиттер с какими-то непонятными штуками, я сегодня все вам расскажу, что для чего, куда вкручивается, как сверлить, как крутить, как ровно приложить, сколько нужно человек. Вот у меня на столе лежит все, что нам понадобится для установки. Все, что лежит на сплиттере, это приходит в комплекте. То есть это резьбовая заклепка для пластика, так называемая наша 300+, которая очень прочная, хорошо садится в пластик. Также в комплекте будут болтики. Болтики М6 разной длины, в зависимости от комплектации и конфигурации сплиттера. То есть там, где подлиннее, подлиннее, там, где покороче, покороче. Все из нержавеечки, красивое, блестящее. Прам-пам-пам. Вот. Из инструментов нам надо будет шуруповерт, дрель. Это не важно на самом деле. Что-нибудь, чем можно просверлить отверстие. Соответственно, любой ключ, неважно, там головочка, шестигранник, 4 мм. В Икее в наборах, знаете, есть такой буковкой S красивый, тоже подойдет. Сверло 9 мм, сверло 6 мм и заклепочник для резьбовых закладных. Сейчас на просторах интернета полно подобных вещей, там от 1000 рублей. Советую всем приобрести, в хозяйстве пригодится. Наши сплиттеры поставляются в двух вариантах. Касаемо отверстий для крепежа. То есть на некоторых сплиттерах у вас будет полностью все отверстия для крепления, и мы используем только то, что вот вы видите здесь на столе. Если же бывают варианты, когда на сплиттере есть только одно центральное отверстие, для того, чтобы вы понимали, где у сплиттера середина, вот это отверстие. То есть в данном сплиттере, который сегодня мы ставим, у нас отверстия все есть. Да? То есть к этому это не относится. То есть если вы получили сплиттер, у вас всего одно отверстие посередине, и больше отверстий нет, это не значит, что все, его невозможно поставить. Нет, это не так. Вам нужны обычные саморезы, самонарезающие винты, да, так называемые. Для дерева вообще не важно. Вы их не будете использовать в креплении, это будет использовано некое промежуточное, для промежуточного монтажа, так скажем. То есть вы ровно прикладываете сплиттер к бамперу, прикручиваете на саморезы, вот на эти вот. Все окей. Потом просто отверстие из-под саморезов вы в сплиттере рассверливаете там 6-7 мм, в бампере 9 и заклепываете опять же вот эти вот заклепки и, соответственно, все прикручиваете. Каждый наш сплиттер, поставляемый в регионы, имеет абсолютно симметричные пропорции, то есть правая и левая сторона. И поэтому, когда вы прикладываете его ровно, там, середина, заподлицо, правая и левая часть, и вам кажется, что сплиттер неровный, то, скорее всего, неровный ваш бампер. Ребят, еще одно очень важное правило. Желательно устанавливать сплиттер там, где есть подъемник. Машину нужно поднять на подъемнике, чтобы удобно было. Очень не советую минус 20 где-нибудь в гараже это дело все устанавливать. Это просто неудобно. Для качественной и, самое главное, ровной установки вам желательно понадобится еще 2 пары дополнительных рук. То есть 3 человека — это оптимальное количество людей для установки сплиттера. Потому что одному это сделать практически нереально. Можно, да, там была у меня практика, но этого лучше не делать. То есть мы берем сплиттер, справа помощник, слева помощник, и, соответственно, посередине третий человек. Для начала ровно его прикладываем. То есть человек, который по центру, соответственно, ловит середину. Люди с краю ставят крайние части ровно относительно, значит, внутренней части бампера заподлицо. И при условии того, что я ровно прижму сплиттер, то и расстояние справа и слева тоже должны быть одинаковыми. Все это контролировать нужно и снизу, и сверху. Когда у нас сплиттер приложен ровно, то есть заподлицо с задней частью бампера, расстояние справа и слева одинаковыми, середина посередине. Для этого у нас есть центральное отверстие. Мы сверлим первое отверстие. Первое отверстие всегда середина. Потому что после того, как мы ее сделали, у нас остается меньше шансов сместить его вправо-влево по вылету, то есть мы его просто крутим. Вот. Смотрим все, Сереж, тебе там нормально?
Нормально. Здесь хорошо. Здесь тоже неплохо. Дима, у тебя заподлицо? Да. Все. У всех все заподлицо, у всех все ровно. Сверлим первое отверстие. Сейчас вам еще расскажу про сверление. Поскольку делать это нужно крайне аккуратно, расскажу все нюансы и опасности. Очень важный момент. Бывали случаи не то что опасного сверления. То есть я вам сейчас расскажу про правила сверления бампера. Любого, переднего, заднего, неважно, порога. Самое главное — это ограничить выход отверстия во внутреннюю полость. То есть не делать диких выходов внутрь, потому что, допустим, здесь есть опасность прохода сверла в два слоя, то есть на улицу. Там могут быть шланги стеклоомывайки, проводка, радиаторы, интеркулеры. То есть нужно очень внимательно следить, если вы сами сверлите за собой, или контролировать сверление вашего бампера, то есть тем персоналом или теми людьми, к которым вы обратились для установки. Максимальный выход сверла ограничить желательно максимально, то есть как можно меньше. То есть следить за тем, чтобы люди не сверлили вот так вот с таким вот диким нажимом, и сверло туда вот по сих пор залазило. Это очень опасно, потому что были случаи, когда бампера насквозь просверливаются и так далее. Потому что мы все отверстия размечаем по нижней плоскости, и мы не учитываем, то есть мы не закладываем отверстие таким образом, чтобы человек мог от души, уперевшись в пол, да, там, просверлить там, 3-метровым сверлом там, вместе с капотом. То есть вы должны контролировать и за этим следить. После того, как мы просверлили первое центральное отверстие сверлом 6 мм, мы рассверливаем его, соответственно, сняв сплиттер, сверлом 9 мм. С минимальным выходом, помните, да? Чтобы ничего там не проткнуть внутри. Далее в имеющееся отверстие мы заклепываем резьбовую заклепку. Накручиваем на заклепочник. Данные заклепки рассчитаны под сверло 9,5 мм, но мы отверстие делаем 9, чтобы она поплотнее там сидела. Поэтому вставлять ее туда достаточно затруднительно, но возможно. Легким пошатыванием, подкручиванием. Оп. Далее, после того, как мы вставили заклепку, до вменяемого усилия мы ее туда заклепываем. Так как заклепка длинная, делается это в два этапа. То есть первый ход, у нашего заклепочника хода не хватает, поэтому мы подкручиваем прижим и дожимаем ее чуть посильнее. Свободно выкручиваем, то есть первое монтажное отверстие у нас уже есть. После того, как мы сделали первое отверстие, то есть мы берем для центральной части длинный 4-сантиметровый болт М6 и вот такая вот проставочка в комплекте для того, чтобы сплиттер был на неком расстоянии от центральной части. То есть вставляем в центр насквозь через проставочку, прикручиваем центральную часть. Наживляем руками. Никаких шуруповертов использовать не надо, потому что если резьба в заклепке провернется, это потом очень проблематично переделать. То есть прикручиваем середину. При этом ребята помогают держать справа-слева, чтобы он стоял ровненько. Притягиваем так не сильно, просто чтобы он стоял. Так, значит, далее мы берем, вставляем в дрель обратно сверло 6 миллиметров. Ребят, ровно? По углам позаблицодим. Все хорошо? Помимо того, что ребята контролируют по углам, нужно обязательно глазомером еще стрелять вот сверху, да, с центра. Ровно-неровно, если что-то корректировать можно. То есть допуска в принципе есть, там до полусантиметра можно подвигать, ничего там страшного нет. Кастом же. Все, значит, далее, после того, как мы убедились, что все ровно, мы сверлим крайнее отверстие. То есть 3 точки делаем, а дальше уже отсверливаем все остальные отверстия, потому что на 3 точках уже все стоит как стоит.
Берем тоже сверло 6 мм, просверливаем с одного угла. Для того, чтобы переместиться на другую сторону, можно вставить болтик, чтобы ничего никуда не убегало. Далее, как и в прошлый раз, прикручиваем центр. Еще сейчас расскажу про очень важный момент, что допускается, да, при установке, потому что бывает там рука дрогнет, еще что-то. То есть если по какой-то причине у вас там есть несоосность попадания болта в заклепку, ну, из серии там отверстие вам кажется маленьким, его, в принципе, можно рассверлить до 9 мм, потому что болты имеют очень большую площадь шляпки, и то есть перекрывается все это. Это допустимо. То есть, ну, у нас тут вроде все нормально, но на всякий случай я покажу. Прям по месту вот так вот. Делаем отверстие чуть больше и закручиваем, соответственно, болтик. Хотел еще остановиться вот на вот этих вот проставках. В данной конфигурации сплиттера это как такое дизайнерское и инженерное решение. Ну, служит для того, чтобы, так как здесь бампер имеет форму немножко центр приподнят, да, относительно общего радиуса, чтобы здесь была такая щель, да, там отверстие, даже не знаю, как это назвать, щель, отверстие, ну неважно. То есть тут таких вот 3 ножки будет. Почему этот сплиттер в таком виде, там белый какой-то такой типа незаконченный? Просто на данную машину сплиттер после установки отправится на ламинацию карбоном. То есть вот эти вот белые штучки и нижняя часть, и верхняя, все будет в карбоне. Вот. Соответственно, 3 отверстия мы сделали. Он у нас уже стоит, как он будет стоять. Дальше мы просто прямо через сплиттер отсверливаем все оставшиеся отверстия, в которые нужно будет заклепать заклепки, и, соответственно, после этого мы его просто устанавливаем, и все.